Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам советских малолитражных автомобилей в масштабе 1 к 43. И сегодня я вам покажу третий по счету Запорожец от Deep Models из моей коллекции. Эту модель я приобрел под конец 2020 года. Машина мне обошлась за вполне умеренную цену, и в одном крупном российском онлайн-интернет-магазине на тот момент была распродажа остатков, и продавали 5 различных Запорожцев от Deep Models. Все модели я приобрел в свою коллекцию, и на 2 машины уже были детальные видеообзоры. И первые 2 машины копировали прототипы 60-х годов. Одна машина в сером цвете, вторая в светло-голубом. И друг от друга машины отличались только регистрационными номерными знаками и схемой окраски. Здесь машина копирует прототип 62 года, уже обновленная модификация, у нее есть мелкие отличия от предыдущих моделей, и эта машина окрашена в очень красивый ярко-салатовый цвет. И в плане проработки мне эта модель понравилась чуть больше, хотя она примерно на том же уровне, как и предыдущие Запорожцы, которые я вам показывал ранее. И эти модели Deep показал в 2017 году. Их первоначальная цена составляла 3950 рублей. Довольно внушительная сумма, и цена стала решающим фактором в популярности этой масштабной копии. Мало кто приобрел модель сразу в свою коллекцию. Долгое время эти модели были в свободной продаже, особого ажиотажа они не вызывали. И здесь очень компактная упаковка, она выполнена в традиционном для Deep стиле, картонка темно-зеленого цвета, на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда, естественно, эти модели изготовлены в Китае. Также есть артикул, по которому можно найти эту модель в интернете, и здесь артикул заканчивается цифрой 3. Предыдущие 2 модели имели цифру 2 и 1 соответственно. Также указан прототип ЗАЗ-965, и визуально мне эти модели понравились. Это обычное качество проработки для изделий из полимера. Конечно, для российского рынка это очень дорогая модель, но в Европе обычно смоляные модели стоят в 2-2,5 раза дороже. И в отличие от предыдущих Запорожцев, с этой моделью не поставляется сертификата с уникальным порядковым номером, а просто указан тираж на подставке. Одна модель из 360 экземпляров. И здесь очень, повторюсь еще раз, нарядный салатовый цвет. Конечно, в реальной жизни, возможно, запорожцы редко встречались в такой схеме окраски. Мне запомнились в основном автомобили цвета слоновой кости или светло-серые экземпляры, а вот таких нарядных машин я, честно сказать, не припомню, чтобы видел на дорогах общего пользования. Но этот цвет очень идет данной машине. Я очень рад, что Deep каждую модель сделал в разном цвете. Здесь очень хорошо проработан салон. Все окрашено, дверные карты выделены другим цветом. Также окрашена панель приборов, рулевое колесо, сиденье. И у этой модели довольно хорошо сделано остекление. Рамки стекол на дверях из фототравления, а задние стекла и лобовое стекло просто с небольшой окантовкой черного цвета. Издалека они смотрятся вполне прилично, хотя некоторые стекла немножко мутноваты. Например, заднее левое стекло, здесь есть небольшой ореол от испарившегося клея. Дверные ручки снаружи из хромированных пластиковых элементов, хорошо проглядывается расшивка, и эта модель не сильно залита краской. И в лакокрасочном покрытии не наблюдается какого-либо мусора. Правда, встречаются небольшие пылинки, хотя как они могли сюда попасть, потому что модель была накрыта прозрачным колпаком. И у этого Запорожца все те недостатки, которые были и на предыдущих моделях, это и выпирающие стеклоочистители, которые уложены не очень аккуратно, и довольно широкая колея. На мой взгляд, на этой машине она должна быть значительно уже. И также задние фонари в виде хромированных элементов, которые впоследствии окрасили красным лаком. Хотя светотехника и на более дорогих
других моделях на тот момент была точно такая же. Я вам показывал продукцию Neo, у них точно такое же оформление задних фонарей. И оно издалека смотрится вполне прилично. Например, если бы задние фонари делали составными, то, возможно, было бы больше брака. Это и криво установленные детали, и также белые пятна от испарившегося клея. И мне здесь очень понравилось, как сделали вентиляционное отверстие на крышке капота. И здесь небольшая сеточка из фототравления, и также серебристой краской обозначили небольшой вентилятор охлаждения. Красиво смотрится регистрационный номерной знак, но его можно было сделать чуть лучше. Здесь просто цифры и буквы, нанесенные методом тампопечати на черную подложку, и регистрационные номерные знаки можно было сделать объемными из фототравления или на крайний случай сделать в виде самоклеющейся наклейки. Она бы выглядела более живой. У этой модели довольно хорошее качество хрома, блестит задний и передний бампера. Также очень хорошо получилась светотехника. И здесь окантовка фар в хроме, также отсутствуют черные точки. И водительская фара на этой модели у меня немножко мутновата, как и на предыдущем Запорожце. Видимо, китайцы не могут нормально клеить мелкие детали. Также на этой модели довольно хорошо сделана надпись «Запорожец». Она отлично читается, несмотря на микроскопические размеры. И это элементы из маленькой самоклеющейся фольги. Также хорошо смотрится значок на крышке багажника, красная звезда, и здесь присутствует салонное зеркало заднего вида, а боковых зеркал здесь не установлено. Насчет покрышек я уже говорил в предыдущих видеороликах, их можно было сделать и более детализированными, и покрышки здесь не очень хорошего качества. Во-первых, резина не совсем ровная, и также здесь есть следы от литьевой формы, и выпирают кусочки, закрывают колесный диск, из-за этого складывается такое ощущение, как будто поврежденные колесные диски. Сами диски вполне нормальные, хромированные колпаки, диск окрашен в цвет, я думаю, топленого молока, и в принципе такие колесики мне тоже встречались на реальных машинах. И, по-моему, на запорожцах также встречались колесные диски серого цвета. Во всяком случае, я видел на тех машинах, которые попадались мне на глаза. Ну, вот так еще раз можно посмотреть, как выглядит эта модель. И давайте для сравнения я вам покажу дальних родственников. Это итальянский Fiat от Vitesse, металлическая масштабная копия. И это довольно старое изделие, модель начала 2000-х годов. Конечно, в плане проработки она проще, чем продукция Deep. Здесь и стеклоочистители просто нанесены на лобовом стекле, и также довольно просто сделан салон, но у этой модели лучше покрышки и колесные диски. И эта машина стоит как минимум в 3 раза дешевле, чем продукция Deep Models. И также у этой модели, на мой взгляд, лучше проработаны задние фонари. И покажу вам еще один автомобиль от моего любимого бренда Carrarama. Это застава, и эта машина интересна тем, что у нее открываются дверки. И эти модели продавали в свое время за 150-200 рублей. У меня даже сохранился ценник 140 рублей. И, в принципе, можете тоже сравнить цену и уровень проработки. Конечно, у Carrarama более простое изделие, но здесь и цена значительно меньше. И вот так выглядит аналог от Carrarama. Я думаю, все вот эти факторы послужили именно тем катализатором, что эта машина не стала большим раритетом, не пользовалась популярностью, ведь за эти деньги вы могли приобрести больше других хороших масштабов
масштабных копий, которые заняли бы достойное место в вашей коллекции. Но за 1999 рублей на конец 2020 года это более чем нормальное приобретение. Так что если вам удалось приобрести похожий Запорожец в свою коллекцию, могу вас поздравить, это вполне хорошая, качественная, масштабная копия. И пишите ваши комментарии, есть ли у вас запорожцы от Deep Models, в каком варианте вы их приобрели в свою коллекцию. Не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются самые разнообразные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока.